На самом деле попкорн очень сильно расширяется, и вы помните, сколько в тарелке было попкорна. Там было грамм 30 буквально. А что если в микроволновку вообще целиком и полностью забить попкорном? Из-за того, что попкорну некуда будет деваться, он что, взорвет микроволновку, что ли? Но мы, конечно же, это проверим. Предлагаю посмотреть, что с этим произойдет. Магнетрон у микроволновки находится справа, оттуда все идет излучение. Что если мы сделаем вот так? Я не знаю, сколько придется ждать, но мы надеемся. Ну когда уже взорвется-то? Ну, давайте посмотрим, что здесь произошло. Ну, как мы видим, здесь есть готовый попкорн. Что, вкусно? Нет. Ничего вообще не приготовилось. Вот от чего воняет это все. О, давайте уйдем отсюда, здесь секунду. Это же котлета! Она вся сгорела. Самое главное, вот эта вот штука, она весит вообще мало. Все же почему наша микроволновка не взорвалась? И почему, собственно, вообще попкорн не открывался, не взрывался? Почему вот этот вот кусок, вот это вот... Степан, раздави его. Вместо того, чтобы нагреться до нужного состояния очень быстро и взорваться, все это время микроволновка просто высушивала попкорн, вытащила из него всю влагу, и вот остались угольки. А попкорн происходит только из-за того, что он нагревается, и там жидкость, которая находится внутри, она требуется выбраться наружу, и... Здесь же жидкости уже нет, поэтому она вся сгорела. Кино не будет. Будет, только, видимо, делать мы это будем явно другим способом. А каким, вы узнаете в нашем очередном эксперименте. Попкорн взрывается при температуре порядка 180 градусов. Ну, может быть 200. В нашей микроволновке он слегка подгорел, что очень плохо. Но если бы мы попкорн залили маслом, которое разогревается до температуры 230 градусов, то он это бы не позволил сделать. Поэтому сегодня мы будем использовать масло. И для этого нам нужно будет использовать какую-то конструкцию, в которой мы, собственно, и зальем масло. Но если мы возьмем, допустим, и начнем высыпать попкорн прямо вот так вот с рук, то, скорее всего, произойдет ожог всей команды. Команда! Но нам этого не нужно. Я не знаю, почему они радуются. Поэтому я предлагаю над нашей емкостью с маслом сделать вот такую вот небольшую конструкцию, которая будет, собственно, и держать весь попкорн. Мы же с ребятами натянем веревку на расстояние. Мы всей командой отпустим веревку. Попкорн высыпется в таз с маслом, и произойдет массовый взрыв маленьких попкорнинок и заполнит какое-то пространство. Я думаю, вы помните, сколько попкорна в начале ролика у нас получилось из вот столько. Для начала я предлагаю проверить нашу конструкцию на миниатюре. А сейчас мы будем делать мини-версию нашей конструкции. В качестве нагревательного элемента мы будем использовать обычную газовую горелку, в которую ставим что? Газ. Сверху мы ставим конструкцию металлическую, куда мы, собственно, будем заливать маслице. Сверху мы устанавливаем конструкцию. А попкорна у нас здесь ровно килограмм. Весь этот попкорн мы устанавливаем в нашу конструкцию, разработанную лучшими инженерами ангара. Осталось только подвязать к нашей конструкции веревочку, которая должна выдернуть этот крючок, и все сработает дистанционно и безопасно. Уже больше 105 градусов. В качестве индикатора предлагаю бросить туда одно зерно попкорна. Вот, собственно, когда оно взорвется, тогда можно начинать.
Так, попкорн взорвался, значит, температура начинает потихонечку приближаться к 200 градусам, а это значит, что настало время опускать попкорн. На самом деле, пока тестовый эксперимент, никто особо не волнуется, но когда будет 100 килограмм, что, собственно, в 100 раз больше, чем все это... Я совершенно не волнуюсь за то, что будет вот этот маленький эксперимент у нас. Так, все готовы? Да! Маски надеваем. Прячемся за еще одни маски. Ну, масло как бы раскаленное, мало ли что вдруг. 2, 3. Пока что ничего. Самое главное, что сработало. Охренеть! Очень это быстро выглядит это очень делает. круто. Горшочек не варит! Сейчас он уже потихонечку начинает выходить из краев, и я напоминаю, это всего лишь 1 килограмм. В следующий раз предлагаю добавить соли. Мы провели сейчас тестовый эксперимент, он неплох, все сработало. Попкорн взрывается максимально быстро, но сейчас мы перейдем к основному эксперименту. Чтобы у нас все получилось, нам необходимо 100 килограмм зерен, растительное масло, ваш лайк и ваша подписка. Я думаю, у нас все получится. 100 килограмм зерен мы купили. Можно их складывать в машину и отвозить в ангар. Можно отправляться проводить эксперимент. Ну а теперь под нашу конструкцию заносим, собственно, саму тару. Вся ванна порядка 200 литров. Поэтому мы взяли 150 литров масла и оставили место под попкорн, чтобы ничего не вылазило за края. Ну а вот это, собственно, наши мешки с попкорном. Ой. Они очень огромные и очень тяжелые. Чтобы вы понимали в сравнении, вот столько было попкорна у нас при прошлом запуске. А теперь, если я возьму один мешок, то он просто произойдет. Это убийственная масса попкорна. Я думаю, будет очень мощная. Последняя бутылочка масла, и ванна готова. Он очень тяжелый. Попкорн готов к запуску! Ну и последний этап у нас остался. Разогреть ванну, чтобы масло раскалилось прям на максимум. Конструкции нагрева установлены. Это газовые горелки. Только так как у нас масштабный эксперимент, само собой и горелки у нас тоже вот такие вот масштабные. Кстати говоря, масло уже видно, то, как оно начинает потихонечку греться, и видны вот эти вот разводы. Выглядит на самом деле чертовски красиво. Так, ну, собственно, теперь мы полностью готовы. И на счет 3 мы запускаем эксперимент. Уже не попкорн. 1, 2, 3. К сожалению, немного наискос взяли. Я не понял, что произошло просто в какое-то мгновение. Я слышу, как там готовится очень много попкорна. Ожидание было, конечно, немножко другого.
Как бы грустно ни звучало, но эксперимент пошел через задницу. Получилось так, что мы взяли слишком мало масла, и оно быстро потеряло температуру от попкорна, который мы туда забросили. Сейчас там температура 130 градусов у масла, а попкорн взрывается при температуре 180, то есть, значит, нам нужно совершить еще одну попытку, в которой мы используем гораздо больше масла. И так как в первый раз у нас не получилось сделать, мы подготовили вторую конструкцию. Она выглядит немного иначе. Теперь здесь вот такой вот конус, который сможет сыпать равномерно этот попкорн вниз, чтобы оно все разом не улеглось на дне и масло не успело остыть. Мы засыпали целых 100 килограмм в эту конструкцию и осталось залить только масло. Сейчас у нас будет масло почти 400 литров. Мы залили все масла, которые у нас есть, 400 литров. Теперь осталась проблема с огнем. Огонь больше попкорна. У нас 6 баллонов. Это вообще огонь. И сейчас, как можно заметить, температура настолько высокая, что у нас горят огнеупорные кирпичи. 233. Короче, ребят, масло раскалено очень сильно, гораздо сильнее, чем в предыдущий раз. Его объем стал почти в 3 раза больше. Теперь масло так быстро не остынет. Но для безопасности, как и всегда, мы отключаем газовые баллоны, потому что масло сейчас раскалилось до такой температуры, что оно легко воспламеняется. Поэтому, если мы начнем высыпать попкорн, все эти брызги будут вылетать, падать туда и гореть. Так, ну что, мы готовы запускать эту конструкцию? Полностью готовы! Кто переживает? Я. На 20% я готов. Так, на счет 3 дергаем веревочку, открывается дверка и начинается эксперимент. Кино начнется через 3, 2, 1. Сейчас начнется вулкан. Попкорн начинает очень быстро бурлить, лопаться, подниматься. И он начинает выходить из краев. Прямо сейчас. Это попкорн! Очень вкусно. Не хватает соли. Я слышу, как что-то внутри бурлит и взрывается. Я жду, когда это закончится. Короче, сейчас мы решили собрать весь попкорн в одно место, вот в ванну, чтобы увидеть, сколько именно попкорна чистого, без масла его в объеме. Мы вроде как полностью освободили всю тару от попкорна. Я предлагаю оставить это на некоторое время и посмотреть, вылупится там что-нибудь еще или нет. Кукурузы еще, которая не отпеклась, ребята, очень-очень много.
Какой трогательный видос. Да слезы просто пробивают. На самом деле тут дышать просто невозможно от этого горелого попкорна. Пойдем отсюда. О. Пацаны, налетаем на попкорнчик. Держи. Такой трогательный момент, вы даже не представляете. Он еще и постоянно подогревается. Он сгорает из-за того, что попкорн снизу очень-очень горячий. Там сейчас угольки. Это действительно очень трогательный видеоролик, потому что все плачут под конец, потому что дыма здесь очень-очень много. Но смотреть наши видеоролики под наш попкорн — это все равно чудо. Всем спасибо за просмотр экспериментов. Едем в следующий. Всем пока.